Витаю! В этом видео в M3D мы посчитаем простую однопролетную балку. Итак, в M3D нет привязки к определенной системе единиц измерения. В этом расчете я буду использовать систему Си. Нарисовать балку можно двумя способами. Первый способ – указываем координаты начального узла, указываем координаты конечного узла. Далее заполняем расстояние между ними промежуточными узлами. Указываем начальный узел, указываем конечный узел и количество узлов между ними. Постоянно нужно проверять, что команда завершена. Выбираем элементы балок, нажимаем «Создать элементы» и соединяем узлы стержнями. Вот сетка конечных элементов для балки готова. Удалим ее и посмотрим второй способ. Теперь нарисуем линию, укажем координаты начала и конца. Идем «Создать», МКЕ инструменты, элементы балок на кривой. Выбираем линию и пишем в командной строке длину конечного элемента. Теперь вспомогательную линию можно удалить. Вот балка готова. Теперь расчетную схему нужно упаковать, чтобы удалить повторяющиеся узлы. Пишем точность упаковки. Остальные значения оставляем по умолчанию. Поменяем цвет балки. Выберем фильтры. Оставим выбирать только конечные элементы. Выделим элементы и поменяем им цвет. Добавим материал. Он будет изотропный. Пишем ID. Придумываем название. Пишем модуль деформации. Модуль сдвига. Коэффициент Пуассона. Плотность. Температурные характеристики вводить не будем. Нажимаем «Применить изменения» и «Лист», чтобы потом в строке отчета проверить правильность ввода исходных данных. Все нормально. Теперь добавим сечение балки. Выберем двутавр. Вводим ID сечения. Придумываем название. Вводим ID материала. Пишем высоту двутавра. Ширину нижней полки. Ширину верхней полки. Толщину стенки. Толщину нижней полки. Толщину верхней полки. Нажимаем «Применить изменения» и «Лист». Проверяем параметры. Тоже все нормально. Назначим сечение элементом балки. Выбираем элемент и вводим в командную строку ID сечения. Как видим, двутавр у нас слегка под наклоном. Чтобы это исправить, нужно изменить направление локальных осей конечного элемента.
Идем в инструменты и выбираем направление верха балки. Выбираем элементы балки. Далее можно указать точку на схеме, либо ввести направление численно. Пишем, что локальная ось Y параллельна глобальной Y. Теперь двутавр сориентирован правильно. Если нужно изменить размеры двутавра, то это можно сделать, нажав «Изменить свойства». Далее указать элемент, которому было назначено это сечение. Если нужно изменить сечение без указания конечного элемента, это можно сделать, также нажав «Редактировать свойства» и введя ID сечения в командную строку. Давайте изменим ширину полок нашего двутавра. Теперь добавим опоры. Сначала нужно создать группы закреплений. Пишем ID, придумываем имя. Создать. Активировать. На узел в начале наложим закрепление по X, Y, Z. Повороты оставим. Получилась шарнирно-неподвижная опора. Узел в конце закрепим только вдоль Y, чтобы получилась шарнирно-подвижная опора. Теперь добавим нагрузки. Как и с закреплениями, сначала нужно создать их набор. Пишем ID набора нагрузок, придумываем название, создать и активировать. Добавим собственный вес. Выделяем элементы и в направлении -Y пишем ускорение свободного падения. Вот на балке появились обозначения собственного веса. Теперь добавим какую-нибудь нагрузку. В M3D нет равномерно распределенной по длине стержня нагрузки, но это невелика беда. Ее всегда можно заменить эквивалентной узловой нагрузкой, которая зависит от грузовой площади узла. Добавим узловую нагрузку. Выбираем узлы. И в направлении -Y указываем интенсивность нагрузки. Добавим еще одну на опорах. Выбираем узлы. И в направлении -Y снова пишем интенсивность нагрузки. Все готово к расчету. Добавим расчет. Присваиваем имя, тип линейная статика, создать, активировать. В расчет нужно добавить шаг. Создаем шаг, в него добавляем набор нагрузок, набор закреплений, температурные параметры мы не вводили, придумываем имя шагу, создать, активировать. Теперь можно запустить расчет. Расчет закончился достаточно быстро. Посмотрим результаты. Сначала скроем исходные данные. Теперь можно вывести форму перемещений.
Выбираем перемещение вдоль Y, включаем деформированную модель и увеличим слегка масштаб перемещений. Вот наша деформированная схема. Теперь включим изополя перемещений. Тоже вдоль Y поменяем цвет фона на белый, чтобы увидеть текст на шкале. Вот такой вот прогиб балки у нас получился. Перед тем, как вывести изополя изгибающих моментов, еще раз посмотрим на локальные оси конечных элементов. Изгибающим у нас будет момент вокруг локальной оси Z. Снова пойдем в результаты. У нас результаты для двух точек. А для начала стержня, Б для конца стержня. Выведем изополя изгибающих моментов вокруг оси Z для конца стержня. Теперь выведем изополя поперечных сил. Так же, как и с изгибающими моментами, сначала проверим направление локальных осей конечных элементов. Поперечной силой у нас будет сила вдоль локальной оси Y. Выведем силу вдоль Y для конца элемента. Можем еще включить анимацию. Результаты можно сохранить, разве что сделав снимок экрана. На этом все. Дякую за увагу.